Мы в России очень мало знаем о политической жизни Украины. Несмотря на то, что многие считают Украину страной братской, украинский народ народом братским, что там происходит в политическом смысле, если собрать всю информацию, которой обычно обладают люди в России, в Украине, то это то, что в середине 90-х, в середине 2000-х на Украине была оранжевая революция, затем ее основные лидеры Ющенко и Тимошенко между собой поссорились, Ющенко ушел с политической сцены, Тимошенко посадили, сейчас на Украине Янукович и партия регионов, которую многие воспринимают как украинский вариант Единой России. А еще знают, что Украина делится на западную и восточную, причем в Восточной Украине, в Западной Украине есть бандеровцы. Это такие хмурые ребята, которые порой маршируют в униформе украинской повстанческой армии, иногда занимаются тем, что демонтируют памятники Ленину или срывают ордена с ветеранов Великой Отечественной войны. Собственно, это все практически, что мы знаем об Украине. На самом деле, я думаю, что знать надо чуть больше, в частности, о бандеровцах, потому что с недавнего времени эти люди и это политическое движение, они стали частью и политического мейнстрима Украины и вошли в состав Верховной Рады. Впервые за время независимости Украины они смогли образовать в Верховной Раде фракцию. Партия «Свобода» – это националистическая партия, которую сами называют себя наследниками Степана Бандеры. И, собственно говоря, идея книги появилась ровно в один день, 28 октября 2012 года. Я тогда находился на Украине и был наблюдателем. И как раз в середине дня, 28 октября 2012 года, стали проходить результаты первых экзит-полов, которые ошарашили очень многих и стали на самом деле, пожалуй, самым главным таким открытием, удивлением этих выборов. Тем, что партия «Свобода», националистическая партия, которой давали эксперты где-то 4-4,5% максимум, то есть подпороговый результат. Мало того, что они порог 5% перешагнули, но перешагнули его в 2 раза. То есть по итогам они получили 10,44%, а по Киеву и по другим крупным городам, которые, собственно говоря, до недавнего времени вовсе не считались бандеровскими, они получили 17% и выше, в том числе среди русскоязычных жителей Украины, в том числе среди интеллигенции. И по исследованиям, которые проводились, оказалось, что голосовали за националистов, за бандеровцев, за наследников Степана Бандеры не представители не маргиналитета, как может быть принято считать, а люди молодые, образованные, с достатком выше среднего и жители крупных городов, в том числе жители русскоязычные. Что из этого следует? Из этого следует, что следует разобраться, почему украинские избиратели, причем те, которых у нас, например, принято относить к креативному классу, да, они проголосовали за силы, которые, скажем так, отечественный наш с вами креативный класс, он отвергает. Почему так случилось? Кто-то считает, что за националистов проголосовали исключительно в качестве такого протестного голосования, как у нас протестные элементы голосовали за КПРФ или «Справедливую Россию», при этом не разделяя идеологии. Предполагалось, что вот именно исключительно на протесте основано было голосование за партию «Свобода». Однако вот уже прошло с выборов несколько месяцев. Недавно, буквально в конце марта, было проведено исследование «Социология» о том, задавали людям вопрос: разочарованы ли вы тем выбором, который вы сделали, то есть той партией, за которую вы проголосовали? Так вот, у партии «Свобода» оказался, так сказать, самый лояльный, самый преданный электорат. Там, если не ошибаюсь, 4 или 5% сказали, что были разочарованы голосованием своим за партию «Свобода». Для сравнения, те, кто голосовал за партию регионов Януковича, там порядка 30%
разочаровавшихся. Собственно говоря, знаете, когда я писал эту книгу и проводил это исследование, у меня вот два чувства было, наверное, таких примерно в равной степени. С одной стороны, интерес, как такая группировка, появившаяся еще в начале 90-х, группировка такая субкультурная, группировка исключительно региональная, они базируются во Львове. Группировка радикальная, тогда она называлась не партия «Свобода», а социал-национальная партия Украины. Ну, можно сделать определенные аналогии, даже исходя из названия, с некоторыми другими политическими партиями. С одной стороны, у меня был интерес, как это возможно. Вот такая вот партия местечковая, да, стала действительно всеукраинским объединением, за которое голосуют и украиноязычные жители Украины, и русскоязычные, и жители Запада, и жители Востока, как это возможно. И определенная тревога у меня была, потому что, изучая идеологию партии, и в том числе идеологию, так сказать, предшественников этой партии, в лице Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии, я понял, что здесь могут быть весьма серьезные сложности для единства и, во-первых, для единства Украины, граждан Украины, во-вторых, для отношений между Украиной и, например, Россией. Потому что украинский национализм в том виде, в котором его представляет нынешний мейнстрим в лице партии «Свобода», он совсем иной, чем, например, классический русский национализм. Если классический русский национализм предполагает триединство, как минимум предполагает триединство трех братских народов, русских, украинцев и белорусов, то национализм бандеровского формата, да, или национализм формата «Свободы», который сейчас в мейнстриме украинской политики, он предполагает абсолютную разность между, например, украинским народом и русским, более того, изначальную враждебность между этими народами. И он предполагает максимальное исключение всего русского и русскоязычного, например, из политической жизни и даже из быта Украины. Например, вот вы, наверное, многие знаете, что сейчас, последний уже, наверное, год, такие широкие дебаты есть и в Верховной Раде, и в обществе украинском относительно русского языка. Каким он должен обладать статусом? Либо статусом второго государственного языка, либо статусом регионального языка, либо каким-то еще статусом. Так вот, цитирую идеолога партии «Свобода», ныне депутата Верховной Рады Украины Ирину Фарион по поводу русского языка. Русский язык на Украине не может быть ни вторым государственным, ни региональным, ни каким-то еще, он может быть только одним – языком оккупантов. Это цитата. И это произносится с высоких трибун, и на самом деле мало кем, кроме, пожалуй, коммунистов и частично партии регионов, опровергается, ставится под сомнение такой тезис. И, наверное, что я еще хотел сказать в предисловии. Знаете, вот когда после 1991 года Украина стала независимым государством, оказалось, что, в общем-то, жители Западной Украины, жители Восточной Украины немножко по-разному, а иногда и весьма серьезно по-разному воспринимают историю своего народа, историю своей страны, воспринимают по-разному соседей своей страны, воспринимают по-разному отношение с русскими, с Россией, совершенно по-разному. Причем, если жители Восточной Украины традиционно тяготеют к России и, так сказать, говорят во многом на русском языке и абсолютно не испытывают никаких по отношению к России каких-то негативных эмоций, то на Западе все несколько иначе. Там Россия воспринимается и коммунистическое время воспринимается исключительно в черных красках, чуть негативно. И вот когда Украина стала независимой страной в 1991 году, знаете, по идее, предполагается, что должны были представители разных политических сил, разных взглядов, разных территорий Украины встретиться вместе, да, сесть там за стол круглый и обсудить какие-то, может быть, попытаться выработать единый взгляд на собственную историю,
на собственный народ, на, собственно, дальнейший путь, и чтобы каким-то образом все-таки разные точки зрения постараться их не радикализовать, а наоборот, так сказать, прийти к какому-то общему мнению. Но в итоге этого не произошло. В итоге сейчас мейнстрим, скажем, с точки зрения отношения к истории Украины, он исключительно, так сказать, западноцентрический. Имеется в виду Запад не с точки зрения Западной Европы или США, а с точки зрения Западной Украины. То есть и история Украины, официальная история Украины сейчас, она весьма западноцентрична и со всеми вытекающими отсюда последствиями, в частности, отношением к России негативным. Вот. И поэтому партия «Свобода», она, с одной стороны, конечно, выделяется своим радикализмом. Собственно, на Украине, по большому счету, только две по-настоящему идеологические партии, то есть партии, которые построены на идеологии. Это Компартия Украины, идеология понятна, и партия «Свобода». Остальные достаточно аморфны. Так вот, и то, о чем говорит «Свобода», конечно, в некоторой радикальной форме, тем не менее, отражает, к сожалению, нынешний политический мейнстрим и, собственно, те идеи, которые приняты там, в отношении истории, в отношении там, геополитических каких-то вопросов и так далее. Собственно, вот о том пути, который прошла партия от Социал-национальной партии Украины в начале 90-х в городе Львове до Всеукраинского объединения, которое получило 10,44% на выборах в Верховную Раду и сейчас имеет достаточно высокую поддержку в обществе.